Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Я устраиваю небольшие театральные сценки в начале роликов, и некоторые писали, что они немного пугают. Поэтому я решила предупредить сегодня, что я сейчас немного поиграю, а вас я попрошу понаблюдать с тем, что происходит внутри. Какие эмоции наполняют, что вы чувствуете. И попрошу вас записать или где-то у себя в заметках, или же в комментариях под видео. Итак, приготовьтесь. Я жертвую собой ради вас. Мне приходится постоянно терпеть вот это соответствие перед камерой, писать сценарии для каждого ролика, выдумывать темы. Я не живу своей жизнью. Мне приходится постоянно делать то, что я не хочу. Думаете, я хочу снимать эти ролики? Думаете, мне заняться нечем? Думаете, я не хочу лечь полежать на этом мягком диванчике? Мне приходится постоянно соответствовать, придумывать эту одежду, придумывать, как выглядеть каждый раз. Я так мучаюсь. И что вы почувствовали в этот момент? Что происходило с вами внутри? Какие эмоции вас наполняли? Поставьте на паузу и попробуйте записать. Я сейчас изображала мученицу, жертву и полностью передала ответственность за то, что я делаю, на вас, и вы стали для меня принуждающими объектами. Как видите, я была мученицей, я была жертвой, которая страдает, и здесь полностью была удалена моя потребность, то есть мое «хочу». Я все это делала как будто через силу, без собственного желания, и главное, там не было никакого моего интереса. То есть я воспринимаю себя как жертвующая ради вас. И в такой момент вы, несомненно, становитесь мучителями, а я страдаю, и я ощущаю некоторую святость. При этом я одновременно ощущаю себя распятой на кресте, я мученица, и то, что я делаю, не может доставить мне удовольствие. И во всем этом моем спиче театральном мы могли бы добавить «я не хочу жертвовать собой, я не хочу это терпеть, я не хочу делать то, что мне не хочется, я не хочу соответствовать». И если я добавлю «я не хочу, но я делаю», то в этот момент ответственность как бы переходит больше на меня. То есть я не то чтобы пойманная в плен, как заложница у террористов, а я не хочу это делать, но делаю. И тогда у человека мгновенно возникает вопрос: ну не хочешь — не делай. Кто тебя заставляет? И самое обидное, если нам такое говорят, когда мы кому-то выдвигаем претензии. Это все ради тебя. Я столько сделала для тебя. И когда нам кто-то говорит: ну я не просила, надо было не делать, нас это очень сильно обижает, потому что мы чувствуем, как наша теория начинает шататься, и мы уже не такие правильные, хорошие, какими казались себе. Еще хуже, если я пойму, что я это делаю для себя. Я жертвую собой, сажусь писать сценарии, каждую неделю снимаю ролики. Я это делаю для себя. Я терплю некоторые неудобства, но запись роликов помогает моей реализации, помогает делиться моими мыслями с людьми. И я нахожусь в таком виртуальном клубе моих однодумцев, моих как бы коллег. И это позволяет мне проверять,
насколько те теории, которые я предлагаю, жизнеспособны. Я делаю то, что я не хочу. То есть мне приходится терпеть некоторый дискомфорт, придумывать, что надеть для вас, для кадра, чтобы выглядеть эстетично, потому что мне нравится смотреть потом на свои ролики, на эстетичную картину. Меня это радует, поэтому я это делаю для себя. Я соответствую, то есть мне, несомненно, приходится быть цензурированной в кадре, но эта цензура, она помогает мне структурированно выкладывать свои мысли, не в хаосе. Поэтому да, присутствует некоторый контроль. Видите, как только я разворачиваю, я все это делаю для себя, то тут же я перестаю быть мученицей, и у меня забрали право предъявлять претензии, делать другого мучителя. Вот это состояние мученика, оно идет с нами из глубокого детства. То есть там мы, будучи детьми, могли бы перечислить все эти пункты. Жертвую, потому что я не хочу ходить в школу. Я это делаю для вас. Я не хочу убирать игрушки. Я не хочу заниматься уборкой, складывать вещи в шкафу. Ну, кто этого хочет? Я терплю, потому что я боюсь быть отвергнутым, не получить благо, мои опекающие взрослые будут мной недовольны, и я не получу свои какие-то бонусы. Я делаю то, что не хочу, и соответствую требованиям родителей. Но ребенок это все воспринимает как некоторое мучение. То есть вот это вот состояние мученика, оно у нас идет из детства, и мы в некоторой степени были заложниками той среды, в которой мы родились, заложниками паттернов нашей семьи. И когда мы понимаем, что это терпение, самопожертвование, соответствие и делание того, что я не хочу, было ради себя, ради того, чтобы выжить, мы лишаемся этого статуса мученика, а становимся некоторыми конформистами, это те, у которых нет принципов и которые могут переобуваться мгновенно. То есть они подстраиваются под среду, соответствуют среде. И тогда мы теряем центральную идею, которую мы несем в себе. Эта центральная идея, она влияет на многие сферы нашей жизни. Из-за того, что мы ощущали себя мучениками, и я понимаю, что условия жизни многих людей в детстве, они там действительно присутствовало эмоциональное и даже, может быть, физическое насилие, я все это понимаю. Но нам важно выйти все-таки на более высокую ступень обобщения, потому что я работаю с клиентами, которые жили в комфортных условиях, в полной семье, в достатке, не было никакого насилия. И они все равно себя ощущают мучениками, у них все равно есть что рассказать. И для меня это было удивительно, что человек, который родился в семье, где было насилие, и был, допустим, недостаток денег, и человек, который родился там, в интеллигентной семье, где его не били, были более-менее там достаток или, наоборот, много денег, оба этих человека ощущают себя мученики, потому что им действительно приходится делать то, что им не хочется. Это постоянное ощущение, что ты тянешь какую-то лямку, и вот ты дотянешь ее до какого-то момента, и дальше начнется счастье. Поэтому детьми мы придумываем себе религию. Придумываем такого детского бога, который становится нашей путеводной звездой, где мы вот это все потерпим, а потом заживем. Это мечтания могут быть о том, кто придет меня и спасет. Кто меня, например, защитит, накажет всех плохих, кто меня обижал. И ребенок таким образом проецирует восстанавливать справедливость хотя бы в своих мыслях. Может быть, мечта о том, что эта семья мне не нравится, у меня будет другая семья, и в моей семье такого не будет. Может быть, мечтание о какой-то принцессе или принце, которого я встречу и заживу счастливо.
Мечтание о каких-то хороших людях, которые будут меня принимать, давать мне безусловную заботу, выполнять мои желания, и я себя буду чувствовать полноценным и, наконец-то, хорошо. И дальше ребенок не рассуждает, у него эта религия помогает ему переносить те трудности, которые у него возникают в жизни. Например, дети, которые с раннего возраста выполняют функцию родителя, то есть заботятся о родителе, они мечтают о том, что о них кто-то позаботится. И эта мечта, она в тех условиях помогает выжить, и не надо относиться к этому как к тому, с чем надо бороться. Но потом это становится такой клеткой, ловушкой для человека. И человек в этом режиме ожидания пребывает всю жизнь, но об этом даже не подозревает. То есть человек пойман в этот сценарий ждуна чуда, ждуна того самого, ждуна прихода таланта, гениальности, счастливого случая. И вся остальная активность ему буквально запрещена, но он не понимает этого. Запрещено вплоть до развития, эволюции личности, потому что я в каком возрасте это намечтала, такого возраста я должна быть, когда эта оказия случится. То есть этот искусственный Бог создает верность вот этой религии, и это то самое идеальное «я», соответствуя которому мы как будто получим все эти блага. И кто-то раньше понимает, кто-то позже о том, что я вот соответствую, а благо все не приходит и не приходит. И этот момент разочарования всегда очень сложен, потому что приходится понять, что ты много лет своей жизни жил вот в этом искусственном кукольном домике, в этом сценарии, и все чего-то ждал. Я вижу, как талантливые люди, они могли бы быть реализованными личностями, но они как будто продолжают чего-то ждать. И второй пункт, то есть вот этот искусственный Бог, чудо, которому молимся, второй пункт, это особенное отношение к активности. То есть человек, когда осуществляет какую-то активность, он делает ее все время через силу. Она ему не нужна. Вот это вот делание для кого-то настолько впилось в человека, и он настолько уверовал в свое мученичество, что ему как будто для себя активность не нужна. То есть как будто ради себя я не готов что-то делать, мне надо, чтобы я это делал из-за кого-то, ради кого-то или по указанию кого-то. Потому что я хочу лежать, путешествовать, быть в отпуске, есть чипсы, смотреть сериалы или листать соцсети. Вот что я хочу. А активности я не хочу. И человек иногда встречается с такой противоречивой, амбивалентной ситуацией, в которой как бы его часть она хочет работать, а вторая не хочет категорично и саботирует активность. Вы, думаю, сами замечали, что когда кто-то скажет там, помочь, или, например, придут гости, сразу уборка за 2 секунды делается, а себе это как будто не надо. Мне чистота не надо для других. Или же, когда начальник дает какое-то задание, появляется откуда-то энтузиазм, а когда надо подумать, например, о своем бизнесе или сгенерировать оригинальную идею, то возникает ступор. И человек саботирует всю активность. То есть он, например, решил сделать свой YouTube-канал, но он начинает саботировать все, потому что как только он приступает, он себя чувствует принуждаемым мучеником. Ему это как будто все не надо. И действительно, той части, которая замерла в янтаре и ждет вот этой оказии, ей это действительно не надо. Вот это вот жить ради кого-то или жить против кого-то. То есть человек фактически привыкает жить в определенном сценарии в детстве, и он этот сценарий воплощает, и ему даже кажется, что он сценарист своей жизни, но на самом деле он как кукла, которую надевают на руку, и он надет на руку своей доминанты. То есть вот это генеральная доминанта. Она когда-то помогла ребенку выжить, вот это фантазирование, может, я не из этой семьи, может, у меня есть какие-то таланты и так далее, и так далее. Вот это генеральная доминанта, вот это вот
религия ребенка, она делает его вот этой вот тряпичной куклой на руке, и человек помимо воли начинает разыгрывать с другими людьми один и тот же сценарий. То есть он и претензии предъявляет одни и те же, хотя люди абсолютно разные. Вот эти вот предъявления претензий, ощущения мученик, особенно когда надо что-то делать, они говорят о том, что ты находишься в детском сценарии. То есть вот это вот наше застревание в доминантах детства, она опасна тем, что мы даже не подозреваем, что мы там застряли. Всегда есть какая-то мечта, которая ребенку помогла выжить. И эта мечта, она крепко держит нас, и поэтому все остальное разочаровывает, все остальное не то, все остальное не так. И люди рядом появляющиеся, это все время те, которые мучают и издеваются именно потому, что они не дают вот той или безусловной заботы, или той опеки, которая надо, или того понимания, того слушания, того принятия. То есть человеку кажется, что он ищет какие-то внешние условия для попадания в эту мечту, а на самом деле он ищет свое внутреннее состояние. То есть в центре этой доминанты есть пребывание в каком-то своем состоянии. И я думаю, что если вы проанализируете свою жизнь, вы увидите, что есть эти вот совпадения. Они могут быть такие маленькие. Кто-то посмотрел так, как надо, кто-то позаботился так, как надо, кто-то похвалил так, как надо. И вот в этом соответствии у человека появляется большая зависимость от других, но от других как от средства и способа получения желаемых ощущений. То есть человек все время, даже прогибающийся, даже подстраивающийся, он не выводит в сознание, что он делает для себя. И самое ужасное для человека, который жил в такой мечте, понять, что все, что он делал, все, что он делает всегда для себя. Для получения сейчас этого бонуса или впоследствии надеясь получить это. И мы приходим с вами к мысли о том, что мы все в какой-то мере эгоисты, которые даже если жертвуют собой, живут для себя. Я попрошу вас понаблюдать за активностью, которая воспринимается как будто ты раб на галере, как будто ты узник. И если это возникает, то попробуйте нащупать тогда, чего хочет эта застрявшая в прошлом часть вашей личности, и попробуйте вывести ее в сознание. То, что у нас выведено в сознание, начинает меньше на нас влиять. Так что только ради тебя переводим «Я делаю все только ради себя». Пишите свои впечатления от этого ролика. Может быть, кто-то узнал себе что-то из этого. Делитесь, лайкайте, пишите комментарии. И напомню, что завтра начинается мой самый авантюрный проект Connect, где я провожу открытые психоаналитические сессии. Я буду разбирать структуры, с которыми я работаю, отвечать на вопросы. То есть это возможность не слушать про внутренний мир, а зайти через ту дверь, которую откроет клиент, во внутренний мир. Это как такая экскурсия в то, как мы устроены внутри. Приходите, я прощаюсь, до встречи.